сентября состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. Как ожидается, ключевым вопросом, стоящим на ее повестке, станет подписание дорожных карт и карт развития углубления интеграции между Россией и Белоруссией. Объединение России и Белоруссии – тема сколь обширная, столь и сложная. Подписание договора о союзном государстве состоялось еще в прошлом столетии, однако лишь спустя 22 года две страны, наконец, встали на пороге настоящего объединения. Медленный старт. Первые 15 лет после подписания союзного договора и Россия, и Белоруссия скорее сосредоточились на внутреннем развитии. ВВП рос и подчас двузначными темпами. Росли реальные доходы населения, прибыли предприятий, а вместе с ними и налоговые поступления, и общий уровень благосостояния. Политические элиты обеих стран не особенно стремились к углублению интеграции, вполне удовлетворяясь налаживанием взаимодействия по экономической линии, по которой, кстати, нередки были и разногласия, как правило, по поводу цен на энергоносители и вопросам ввоза сельхозпродукции. К примеру, 2009 год – год десятилетнего юбилея подписания союзного договора, в двусторонних отношениях прошел под эгидой так называемой «молочной войны», возникшей в результате наложения Роспотребнадзором эмбарго на импорт ряда видов молочной продукции из Белоруссии по причине отсутствия у них требуемой документации. А уж количество споров относительно справедливой цены на нефть и газ между Минском и Москвой за те годы и вовсе сложно поддается исчислению. Триггером, запустившим процесс изменений в двусторонних отношениях и придавшим идее союзного государства второе дыхание, стали отношения с коллективным Западом, резко ухудшившиеся в середине десятых. Экономические и политические санкции, а также недружественная риторика со стороны стран ЕС и США привели не только к принятию контрмер со стороны России, но и смене приоритетов и ее внешней политики. Постепенно пришло понимание того, что Запад не хочет видеть Россию сильной и что друзей лучше искать поблизости. Среди стран СНГ сложно было найти более близкого к россиянам народа, чем братский белорусский народ. Подавляющее большинство жителей Белоруссии говорит на русском языке и пользуется им в ежедневном общении. Кроме того, в культурном и ментальном плане белорусы и россияне максимально близки друг к другу. Добавьте сюда уже имеющийся договор о создании союзного государства, и станет понятно, что идея интеграции со временем вновь стала весьма популярной в правящих кругах России. В Белоруссии же к идее снова начать переговоры отнеслись положительно. В экономическом смысле союзное государство было бы весьма выгодно Минску, особенно учитывая, что после тучных, как и в России, нулевых, там наступала стагнация и нарастали экономические проблемы. Горизонт событий. Сказано, сделано. И концепция действий по дальнейшему углублению интеграции в рамках союзного государства была согласована Минском и Москвой уже летом 2019 года. В последующие 2 года именно на ее положениях и будет сформирован пакет дорожных карт, совместно разработанных белорусской и российской сторонами. По словам посла Республики Беларусь в РФ Владимира Семашко, из 28 разработанных карт интеграции сейчас уже приняты 27. Последнюю планируется принять 7 сентября, непосредственно перед встречей глав союзных государств. Впрочем, ряд положений экономической интеграции известен уже сейчас. Так, к 1 января 2022 года планируется полная унификация налогового и таможенного законодательства, формирование общего энергорынка и рынка транспортных ресурсов, а также переход к единой политике в области промышленности и сельского хозяйства. Тем не менее, даже с учетом уже раскрытых решений, необходимо понимать, что все эти интеграционные решения не последний, но предпоследний шаг к окончательному формированию единого государства. В этом отношении весьма показательны слова Александра Лукашенко, высказавшегося о необходимости разработки стратегии двусторонней интеграции в рамках союзного государства на период до 2030 года, назвав союз России и Белоруссии ценностью, которую следует передать будущим поколениям. Учитывая богатейший опыт политической риторики, накопленный Лукашенко за 27 лет президентства, трактовать эти слова можно по-разному. Однако, по сути, логичный результат реализации подобной стратегии может быть только один – объединение двух стран. Все же союзное государство, пусть и не имеет официальных символов государственности,
но по своей природе обладает значительно более высоким интеграционным потенциалом, нежели иные европейские надгосударственные объединения. Герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности. Как известно, 10-я статья договора о создании союзного государства, подписанного Ельциным и Лукашенко в декабре 1999 года, гласит: союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности. Тем не менее, несмотря на правовое закрепление такой возможности, единой государственной символики единого государства России и Белоруссии пока что не существует. Сложно сказать, что стало тому причиной. Скорее всего, в условиях велотекущего двустороннего диалога по линии союзного государства в предыдущие годы сторонам было банально не до этого, тем более учитывая, что принципиальные интеграционные вопросы тогда были еще крайне далеки от разрешения. Сегодня же постепенно приходит понимание того, что у союзного государства, как и у любого другого легитимного государственного образования, должен быть свой официальный гимн, флаг, герб. Так, в марте 2021 года посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев уже высказывался насчет необходимости формирования собственной государственной символики для союза двух стран, отметив, что это может сыграть важную роль в процессе сплачивания двух стран. При этом важно отметить, что государственная символика важна не только для сплачивания, но и для самоидентификации граждан нового государства. На момент подписания последнего интеграционного договора белорусы и россияне должны четко понимать, что отныне действительно живут в рамках единой союзной страны, у которых есть все атрибуты настоящего государства, а не только ряд двусторонних соглашений, больше интересующих чиновников и государственных деятелей, нежели простых граждан. Тем не менее, несмотря на очевидные положительные моменты, нельзя не отметить сложность создания подобной атрибутики. Брать за основу флаг одной из стран значит практически гарантированно вызвать неоднозначную реакцию со стороны жителей другой. Брать или модифицировать флаг СНГ тоже нелогично. Он не только мало узнаваем, но и к Союзу России и Белоруссии имеет весьма опосредованное отношение. В результате Москва и Минск оказываются перед необходимостью разработки новой государственной символики практически с чистого листа, что с учетом вводных выглядит весьма непростой задачей лишь по одной единственной причине – отсутствию внятно прописанной концептуальной идеи союзного государства. Концептуальная идея союзного государства, атрибуты государственности и единое правовое поле – это, конечно, хорошо. Но объединению России и Белоруссии все же нужна единая концептуальная идея, способная привлечь к ее реализации граждан обеих стран. Интеграция по сугубо экономическим причинам может быть чревата проблемами в случае наступления экономических спадов и кризисов, которые в условиях мировой экономики неизбежны. Такой концептуальной идеей может стать построение страны с адекватным отношением к традиционным ценностям, предоставляющей европейскую альтернативу идеям так называемой новой этики. Важно понимать, что между странами бывшего соцлагеря и странами ЕС сейчас пролегает масштабнейшая культурная и мировоззренческая пропасть, которая с каждым годом становится все шире. Восприятие норм общественной морали, семейных ценностей, духовных скреп отличается столь разительно, что вызывает споры даже в самом Евросоюзе. К примеру, позиция Польши и Венгрии по ряду принципиальных для толерантной Европы вопросов уже не первый год вызывает недовольство в Брюсселе. И чем дальше, тем больше становится очевидно, что эти страны сохраняют членство в идеологически и культурно чуждом им союзе лишь по экономическим причинам. Союзное государство России и Белоруссии в этом отношении могло бы стать хорошим примером того, как страны могут обеспечивать устойчивое совместное развитие без необходимости падения в ультралиберальную повестку, демонстрируемого Западом. В заключение хотелось бы отметить, что создание полноценного союзного государства выглядит логичным развитием текущего положения дел на постсоветском пространстве. Тренд децентрализации и дезинтеграции, заданный распадом СССР на территории бывших союзных республик, не может и не должен продолжаться вечно. С учетом санкционных нападок коллективного Запада и непрерывного расширения НАТО на восток, объединение может стать единственным путем к сохранению собственной идентичности, которую западные страны усиленно пытаются размыть и стереть, заменив общие ценности жителей стран бывшего СССР на свои. По сути, это культурное и цивилизационное поглощение в чистом виде.
Своего рода гибридная война, ведомая за умы и сердца наших граждан. Успешный союз Москвы и Минска же поможет доказать всем сомневающимся, в том числе и пятой колонне, что европейская модель развития не может быть и не является единственно верным путем развития. В конце концов, вместе всегда проще противостоять угрозам, как внешним, так и внутренним.